На что нужно обязательно обратить внимание при изучении рун? Руны — это не игры в магию, как, в общем-то, с магией вообще заигрывать нежелательно, потому что магия предполагает узнавание правды о себе и окружающем мире, как таковая. Руны тем более это форсируют, руны более радикальные, более быстро открывают глаза на мир. На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на то, что с этим нельзя заигрывать, это нужно изучать. И любое знание, я не говорю информацию, информации вы можете нахвататься сколько угодно, а любое знание усилием берется, преодолением берется. Просто так знание не открывается человеку, который решил по поверхности пройтись по интернету, нахвататься знаний, почитать книжечку, там что-то наслушаться, и он уже рунолог. Нет, это глубокое изучение рун. Группа изучения откроется очень интересный момент, когда мы будем знакомиться с рунами, как подзаконами Вселенной. То есть руны – подзаконы, производные законов Вселенной. Когда начнут знакомиться, то увидят, что сами законы, прописанные в рунах, они создают уже такую трансляцию, при котором нужно изучать в глубину. Каждая руна, она имеет глубину. Поэтому, если вы проходитесь в изучении рун по поверхности, это не значит, что вы сможете стать оператором рун. Вы останетесь просто пользователем рун, не зная, как они работают. Обратить внимание при изучении рун нужно на то, чтобы не просто нахвататься информации, а получить глубокие знания для того, чтобы стать оператором. Оператор — это тот, кто управляет рунической энергией, а не тот, кто использует руны. Вот в этом, как говорят в Одессе, две большие разницы. Быть пользователем и быть оператором. То есть использовать руны или управлять ими. Вот почему многие, кто соприкоснулся с рунической магией, получают по башке, потому что идут по поверхности, пытаются использовать руны. Но получается обратный эффект, закон равновесия. Руны используют вас в конечном итоге. Потому что никто не видит бумеранг, запущенный через руническую магию, который возвращается. Вот это очень многие упускают. Особенно на тех форумах или сайтах, где закидывают для непрофессионалов, закидывают какие-то сложные рунические формулы. Теперешняя группа пойдут дальше на 2, 3, 4 курс, потому что курс изучения рун у меня состоит из 4 курсов. Самый емкий — это первый курс, активация рун, оператор. А дальше идет мантика, амулетика, магическое программирование, руническое программирование. Со 2 курса идет четкое понимание, как управлять рунами, как работает бумеранг, как обходить откаты, как управлять законами. Для чего нужно изучать законы рунистики? Для чего нужно изучать законы Вселенной? Для того, чтобы понимать, как это работает. А когда вы пользуетесь рунами, не понимая, как они работают, только потому, что кто-то из знающих, реально знающих, вам приоткрыл название рун, или вы прочитали эти названия рун, которые имеют только поверхность, вы поймите, что руны — это тайна. Они переводятся как тайна, как шепот. И получается, что открыть эту тайну, пройдясь по поверхности, не изучив законы, не изучив, как они реально работают, но это крайне
непредусмотрительность и крайняя невнимательность. Это крайняя безответственность, я бы сказал, притом безответственность относительно себя. Я уже молчу, что есть такие товарищи, которые безответственны относительно других. Если это маг, который использует руны для сброса, ну, у него свои мотивы. А на самом деле тот, кто пользуется, попадается на эту уловку или крючок, используя какие-то формулы, не понимая, как они работают, по каким законам, не зная это. Естественно, попадаются на эту удочку и получают удар бумеранга, будем так говорить, закон равновесия срабатывает, ну и все. И дальше руны это плохо, страшно, это магия и тому подобное. Что нужно знать и обратить внимание, что изучать руны нужно настойчиво, усердно и глубоко, если вы хотите реально управлять рунической магией, если вы хотите действительно знать, как это работает.